Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Смотрите, что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Отдельный привет передаю, слова благодарности моим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое вам за ваши лайки, просмотры, за ваши комментарии. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, вот с такой интересной палитрой. И будем мы с вами вязать очередную шальку. Не забывайте, на канале есть плейлист, называется так «Шали крючком». Заходите в этот плейлист, выбирайте любую шаль, которая вам понравится, и вяжите с удовольствием. Итак, ниточки уже наверняка многим известны. Новички, кто еще не знает, знакомьтесь. Называются они Alize, Angora, Gold. Идем дальше. В моточках получается 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. Идем дальше по составу. Это 80% акрил, 20% это шерсть. И нам советуют производители брать крючок в зависимости от вашей плотности вязания и в зависимости от вашего узорчика от 2 до 4. Сразу же, пока не забыла, назову вам цвет. На камеру передается чуть ярче. Цвет, смотрите, 164. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Вот моя рабочая лошадка, крючок номер 3. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, не только ту, которую показываю я. Берете свою, точно так же читаете внимательно инструкцию. Подбираете крючок под вашу плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшней шали я прикладываю. Кстати, у меня все шали со схемками, так что вяжите с удовольствием. Заглядывайте в плейлист, выбирайте любую шаль. Смотрите, схемка очень хорошего качества. Плюс ко всему она еще цветная. То есть вы не запутаетесь. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто пока еще не умеет, повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Но при этом не забывайте смотреть на схемку. Мы провяжем элемент. Посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы постепенно научитесь понимать, читать схемки, и затем любая схемка для вас будет не проблема. Итак, начинаем по порядочку. Вначале делаем кольцо амигуруми. Вот так вот наматываем на палец ниточку. Есть. Вводим крючок под обе ниточки вот таким вот образом. Рабочую ниточку захватываем, протягиваем через колечко. Так. И теперь с этим колечком будем работать. Для начала нам нужно сделать 3 петельки подъема. Раз. Я вот так вот сниму, чтобы мне было удобнее. И держу вот так вот колечко. 2, 3. Накид. Нырнули вот в это вот наше большое колечко. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. Держим на крючке. Накид. Еще раз нырнули. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. И теперь все 3 петельки на крючке провязываем вместе за один раз. Оп. Понятно? У нас получилось 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Далее по схемке идет такая вот как бы арочка, дуга. Она состоит из 3 воздушных петелек. Провязываем. Раз, 2, 3. Накид. Точно так же. Вот в наше колечко провязываем еще 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. Считаем. Раз. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. Теперь все петельки провязали вместе. У нас получается 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И третий раз точно так же делаем 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Вот это наше кольцо амигуруми. Раз, сюда же. 2 и сюда же 3. Теперь все петельки провязали вместе и зафиксируем вот так вот. Раз, воздушной петелькой. Оставили нашу петельку. Теперь наша с вами задача вот это вот колечко, с которым мы работали, подтянуть. Видите, кончик берем и вот так вот потихонечку, аккуратненько начинаем натягивать. И у нас, видите, колечко все уменьшается, и таким вот образом подтянули. В дальнейшем мы ниточку потом спрячем. Итак, следующий ряд, что мы делаем? Мы зафиксировали, получается, наши столбики. Делаем
поворот. Наша с вами задача переключиться вот в нашу первую арочку. Поэтому нырнули в арочку, вытягиваем ниточку и провязываем соединительную петельку. Все, переключились. Теперь делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Накид. В эту арочку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. Накид. Еще раз нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. И теперь все 3 петельки на крючке провязываем вместе. Есть. Опять 3 столбика с накидом с общей верхушкой. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Повторяем то же самое. 3 столбика с накидом с общей верхушкой в эту же арочку. Нырнули, 2 петельки, стоп. Накид, нырнули, 2 петельки, стоп. Накид, нырнули, 2 петельки, стоп. Теперь провязали все петельки вместе. У нас получается вот из одной арочки вот такие вот, получается, как бы, ну, рогаточка назовем ее, да, такая пышная рогаточка. То есть столбики с накидом с общей верхушкой, и между ними такая вот арочка. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Все то же самое повторяем с этой арочкой. То есть мы провязываем 3 столбика с накидом с общей верхушкой. 1, 2, 3. Провязали вместе 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Точно так же сюда опять вернулись в арочку и провязываем 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Все. Провязали вместе. Давайте зафиксируем, чтобы наши столбики не разбежались. Вот что у нас изначально с вами получается. У вас также? Идем дальше. Итак, вот наша петелька. Мы к ней возвращаемся. Подтягиваем ее. Делаем поворот. Переключаемся в нашу арочку. Соединительная петелька. Теперь 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Провязываем точно такие же, получается, пышные, так скажем, да, наши столбики. 1 сюда же в арочку, 2 сюда же, 3. Провязали 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же опять провязываем 3 столбика с накидом с общей верхушкой. 1, 2, 3. Вот таким вот образом, вот так вот мы будем начинать каждый наш ряд и заканчивать каждый наш ряд. Вот такие вот рогаточки с такими вот столбиками будут у нас в начале и в конце каждого ряда. Идем дальше. Теперь воздушная петелька. Будьте внимательны. Вот наша центральная арочка. Мы в нее провязываем, смотрите, столбик с накидом. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вернулись сюда же, провязали еще один столбик с накидом. У нас с вами получилась рогатка. Такая вот в центре. 1 воздушная петелька. И как и договаривались, заканчиваем ряд точно такой же конструкции. Давайте вместе закончим. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, столбик с накидом 3. Провязали вместе 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вернулись в эту же арочку и провязали еще 3 столбика с накидом с общей верхушкой. 2, 3. Провязали, зафиксировали, чтобы наши петельки никуда не убежали. Вот что у нас по итогу получается. Идем дальше. Итак, подтягиваем нашу петельку. Точно так же делаем поворот. Опять соединительная петелька. Переключаемся в арочку. 3 воздушные петельки. Сюда же еще 2 неполных столбика с накидом. Затем провязываем все петельки вместе. Вот 3 столбика с накидом с общей верхушкой. 3 воздушные петельки. Здесь я вяжу быстро, потому что мы с вами это уже провязывали. Вы это уже знаете. Все, вот так вот мы с вами начинаем каждый ряд. Теперь делаем 1 воздушную петельку. И вот в нашу рогаточку, вот эту центральную, которую мы с вами провязали, вот в нее провязываем 5 столбиков с накидом. Итак, 1, сюда же, 2, сюда же, 3, сюда же, 4 и 5. Вот такой вот веерочек. Опять 1 воздушная петелька и заканчиваем наш ряд точно такой же конструкцией.
Получается 3 столбика с накидом с общей верхушкой, 3 воздушные петельки и сюда же в эту же арочку 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Самостоятельно справитесь? Я думаю, справитесь. Давайте самостоятельно и в конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите, надеюсь, у вас также ничего сложного пока нет. Итак, вот после наших столбиков, так, мы сделали такую вот арочку, петельку возвращаем опять, поворот, переключаемся в нашу арочку и начинаем наш ряд, как мы начинаем все наши ряды. 3 петельки подъема, сюда же столбик не до конца, столбик не до конца, провязали вместе петельки, 3 воздушные, 1, 2, 3, и вернулись сюда же, провязали еще 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Здесь несложно, здесь вы уже все знаете, умеете. Теперь делаем опять одну воздушную петельку, переключаемся на наши столбики и каждый столбик будем провязывать рельефным лицевым столбиком с накидом. Не пугайтесь, это очень просто. Смотрите, накид. Вот наш первый столбик нашего веерочка. Мы захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, как обычный столбик с накидом. Но при этом появляется рельеф. Когда узорчик вырастет, рельеф будет четко как бы подчеркивать узорчик. Это будет очень красиво. Итак, рельефный лицевой столбик с накидом. Воздушная петелька. Второй столбик точно так же. Захватили сзади наперед, столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки, как столбик с накидом. Вот еще один рельефный лицевой столбик с накидом. Опять делаем воздушную петельку. Третий столбик провязываем точно так же. Рельефный лицевой столбик с накидом. Воздушная петелька, четвертый столбик точно так же захватили и провязали рельефный лицевой столбик с накидом. Воздушная петелька и последний 5 столбик точно так же. Рельефный лицевой столбик с накидом. Вот. Наш как бы веерочек немножечко шире стал. Да? Опять воздушная петелька и переключаемся на нашу арочку и провязываем точно так же. 3 столбика с накидом с общей верхушкой, 3 воздушные петельки, 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Поняли, да? Давайте самостоятельно, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот что получается по итогу. Провязали, получается, до конца, закончили ряд нашими столбиками. И здесь я уже, смотрите, переключилась и уже самостоятельно без вас провязала начало следующего ряда. Ну, так как здесь все одинаково, то есть я думаю, здесь сложности не возникнет. Смотрите, как с изнаночной стороны, получается, рельефные изнаночные столбики выглядят. Они как горизонтальная вот такая вот полосочка, видите? Очень красиво. Итак, продолжаем. Вот мы сделали вступление, да, наши сделали рогаточку такую пышную. Теперь делаем воздушную петельку. И каждый наш рельефный столбик, который мы провязали, 5 столбиков, смотрите, как будем провязывать. Накид, взялись за верхушку столбика, нырнули, вытянули ниточку. Так. И, смотрите, подтянули ее, не провязывая. Вот таким вот образом. Считаем 1, сюда же 2, сюда же 3. Я сделаю как по схемке 3, покажу вам, что в итоге получается. Смотрите, все вместе провязали, зафиксировали. Вот такой вот интересный пышный столбик. Дальше воздушная петелька. И теперь я хочу вам показать, как будет смотреться тот же самый пышный столбик, если мы наберем не 3 накида и 3 петельки, а 5. Накид, нырнули во второй столбик, вытянули 1, считаем, сюда же 2, 3, 4, 5. При этом все вместе провязали, зафиксировали. Столбик, смотрите, пышный столбик выглядит намного эффектнее, но съедает больше пряжи. Вы можете делать как по схемке, да, по 3 получается накида и по 3 петельки, либо по 5. Вы можете и по 6, и по 7, и по 10. Будет еще эффектнее смотреться. Но пряжа скушает больше, поэтому смотрите, как вам удобнее. Давайте я буду делать по 5, потому что мне так нравится больше, а вы в свою очередь делайте так, как вам будет удобно. Хорошо? И сколько у вас пряжи? 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. Следующий столбик точно так же. Провязали. 1, 2,
3, 4, 5. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И последний столбик. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали и зафиксировали. Вот что по итогу получается. Вот так начинался наш веерочек, да, вот такая вот наша рогатка, веерочек пошире и вот такие пышные столбики. Воздушная петелька и заканчиваем наш ряд точно так же. То есть провязываем опять по 3 столбика с общей верхушкой, 3 воздушные петельки, 3 столбика с общей верхушкой. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно заканчивать ряд и давайте самостоятельно начнем следующий. Договорились? Потому что вы уже умеете и начинать ряд, и заканчивать. Так, смотрите, вот мы с вами вместе закончили ряд, так, и договорились, что мы с вами провяжем самостоятельно начало следующего ряда. Так, вот, что у нас по итогу получается, ничего сложного. Узорчик наш растет. Дальше что мы делаем? Смотрите, как только мы провязали с вами верхушку, так скажем, общую верхушку наших 3 столбиков, мы делаем воздушную петельку. Переключаемся вот самую первую арочку перед пышным столбиком, вот в эту арочку, и провязываем столбик с накидом 1, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и сюда же вернулись, вот в эту же первую арочку, и провязали еще один столбик с накидом. У нас сформировалась вот такая вот рогаточка. И как бы забегая вперед, вот такая рогаточка у нас была вот здесь в центре. То есть здесь, получается, начнет расти веерочек. Дальше идем. Воздушная петелька. Теперь будьте внимательны. Между первым и вторым пышным столбиком арочка из воздушной петельки, нырнули в нее и провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В следующую арочку между пышными столбиками нырнули и провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В следующую арочку нырнули и провязали точно так же столбик без накида. 1, 2, 3. И вот наша последняя арочка. В нее тоже столбик без накида. Вот что у нас по итогу получилось. Дальше мы делаем воздушную петельку и переключаемся в последнюю вот эту арочку, которая между пышным столбиком и вот нашим, получается, финалом, да, концом нашего ряда. Мы провязываем сюда рогатку, столбик с накидом, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и сюда же столбик с накидом. Сформировали еще одну рогатку, как в начале ряда, то есть вот наши будущие вот эти веерочки. Теперь опять воздушная петелька и заканчиваем ряд, как мы все время заканчивали. Сами справитесь? Я думаю, справитесь. Вот такая по итогу у нас получается красота. Закончите ряд самостоятельно, начнете следующий ряд самостоятельно, и я вас встречу. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, мы закончили наш ряд, так, и начали уже следующий ряд самостоятельно, потому что здесь несложно. Теперь что мы делаем? Мы провязали верхушку наших столбиков общую, делаем воздушную петельку и переключаемся вот в нашу рогаточку, которую мы провязывали в предыдущем ряду, и провязываем в нее 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Почему так быстро? Потому что мы с вами так уже провязывали вот в предыдущей нашей, получается, рогаточке. Итак, 5 столбиков с накидом. Теперь делаем воздушную петельку и переключаемся в наши арочки. Получается, наша первая арочка, вот она. Мы в нее будем провязывать столбик без накида. 1, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В следующую арочку нырнули, провязали столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И в следующую арочку провязали точно так же столбик без накида. Вот. Ничего сложного. Дальше опять воздушная петелька и переключаемся в следующую рогаточку. В нее опять провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2. Готовимся к нашим веерочкам большим, да? 3, 4 и 5. Опять делаем воздушную петельку и переключаемся на конец нашего ряда. Провязываем точно так же, как мы провязываем всегда, как мы заканчиваем ряд. И дальше начнем следующий ряд. Понятно?
То есть вот что у нас по итогу получается. Мы готовимся вот нашим, получается, столбиками к следующим веерочкам. Вот наш центральный веерочек. Мы провязали столбики, потом у нас были рельефные столбики, потом пышные столбики. Здесь будет все то же самое. Поняли, да? Итак, самостоятельно заканчивайте ряд, самостоятельно начинайте следующий. Несложно у вас получится. Давайте. Итак, смотрите, вот провязали, получается, до конца ряда самостоятельно. Так, начали уже следующий ряд. И здесь мы с вами продолжаем. После того, как провязали 3 столбика с общей верхушкой, воздушная петелька. Переключаемся вот на наши столбики. 5 столбиков с накидом, веерочек. И каждый столбик точно так же, как и здесь, мы провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Давайте повторим. Итак. Захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Воздушная петелька, следующий столбик точно так же. И провязали. Воздушная петелька, следующий точно так же. Рельефный лицевой столбик с накидом, воздушная петелька, четвертый столбик, рельефный лицевой столбик с накидом, воздушная петелька и 5 столбик. Вот что по итогу у нас получается. Теперь делаем воздушную петельку и переключаемся на наши арочки. У нас осталось 2 их. Раз, два. Первую арочку провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И во вторую арочку столбик без накида. Все, ничего сложного. Дальше воздушная петелька, и вы провязываете точно так же 5 рельефных лицевых столбиков с накидом. Не забывайте между столбиками по одной воздушной петельке. Когда провяжете последний рельефный лицевой столбик с накидом, воздушная петелька, и перепрыгивайте вот в нашу арочку и провязывайте здесь точно так же по 3 столбика с общей верхушкой. Поняли, да? Все, несложно, повторяйте и можете начинать следующий ряд. Угу, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы с вами провязали, получается, вместе. Так, вот такая красота у нас выходит. Закончили ряд, начали следующий ряд. И после последних 3 столбиков делаем воздушную петельку. И переключаемся вот на наши 5 рельефных лицевых столбиков. Будем провязывать 5 пышных столбиков. Напоминаю, вы можете провязывать 3 петельки, 3 накида, либо, как я, 5 петелек, 5 накидов. Ну, либо хотите, можете 6, 7, 10. Итак, давайте повторим. Накид. В первый столбик верхушку нырнули, вытянули ниточку, подтянули, не провязываем, держим на крючке. Считаем. Раз, сюда же, 2, сюда же, 3, у меня будет сюда же, 4 и 5. Все вместе провязали и зафиксировали. Воздушная петелька. Переключаемся на следующий столбик точно так же. Раз, два, три, 4, 5. Провязали все вместе и зафиксировали. И вот так вот давайте провяжите самостоятельно до конца нашего, получается, веерочка, наших столбиков. А здесь я вас встречу. Договорились? Еще 3 пышных столбика самостоятельно. Давайте. Итак, смотрите, вот провязали наши 5 пышных столбиков. Раз, два, три, 4, 5. Я надеюсь, у вас все получилось. Теперь что мы делаем? После последнего пышного столбика мы делаем воздушную петельку. Есть. И у нас, смотрите, здесь в центре осталась одна арочка. Вот арочка. Мы работаем с этой арочкой. Для начала ввели крючок, вытянули ниточку, считаем. Раз. Накид. Ввели крючок, вытянули ниточку. 2, 3. В моем случае я сделаю 5, 4 и 5, как я делала пышные столбики до этого. Все вместе провязали, зафиксировали и 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять сюда же в эту арочку провязываем точно такой же пышный столбик. Раз, два, три, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. У нас получается вот в нашей вот этой вот центральной арочке вот такие вот пышные столбики образуют как бы рогаточку такую. Угу. Дальше делаем опять воздушную петельку и переключаемся вот на наши 5 столбиков
И провязываем их точно так же, как мы провязывали вот наши пышные столбики. Раз, два, три, четыре, пять. После последнего пышного столбика делайте воздушную петельку и заканчивайте ряд, как мы все время заканчивали. И можете даже начать следующий, потому что вы уже знаете, это несложно. Все, схемка перед вами. Если что, смотрите, у вас обязательно все получится. Давайте. Так, смотрите, что начинает у нас потихонечку появляться. Вот у нас был, получается, рогаточка, первый веерочек, так, над ним рельефные столбики, пышные столбики. Дальше мы с вами добавили 2, получается, рогаточки, над ними, получается, 2 веерочка, 2, получается, набора рельефных столбиков и 2 набора пышных столбиков. Теперь, получается, мы с вами будем дополнять уже 3 рогатки, точно такие же. В первую арочку сделаем рогаточку, помните. Вот в центральную, там, где мы из пышных столбиков делали рогаточку, здесь будет, получается, наша рогатка новая. И здесь в конце, получается, после пышных столбиков третья. Поняли, да? То есть вот такая же рогатка. Одна, потом 2, теперь уже раз, два, будет 3. Угу. Итак, получается, смотрим. Мы после начала нашего ряда вот этого делаем воздушную петельку, я уже сделала. И вот наша первая арочка, столбик с накидом. Раз, 3 воздушные петельки, раз, два, три, и сюда же столбик с накидом 2. Вот наша первая рогатка. А дальше воздушная петелька и шагаем, получается, между нашими пышными столбиками, формируем арочки. Итак, между первым и вторым пышным столбиком первая ара, получается, столбик без накида, 3 воздушные петельки, раз, два, три, между вторым и третьим столбиком столбик без накида, есть. Раз, два, три. Между третьим и четвертым столбик без накида. Раз, два, три воздушные петельки. Между четвертым и пятым столбик без накида. Есть. Вот получается наши вот такие вот красивые 3 арочки. Теперь опять делаем воздушную петельку и шагаем вот к нашим, получается, между нашими пышными столбиками. Вот эта вот большая арочка. И в нее провязываем рогатку. Столбик с накидом раз, 3 воздушные петельки. И сюда же столбик с накидом 2. Угу. Опять воздушная петелька и переключаемся на наши пышные столбики. Вот они. Раз, два, три, четыре, 5. Между первым и вторым столбик без накида. Раз, два, три. Между вторым и третьим столбик без накида. И так далее. Поняли, да? И до конца ряда. Схемка перед вами, несложно. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот мы провязали с вами до конца ряда и уже поднялись на следующий ряд. Ничего сложного. Теперь ваша задача будет повторять все то же самое, что мы с вами провязывали. Вот на схемке вы смотрите, да, мы провязывали вот нашу рогаточку. Вот, потом будут столбики, рельефные столбики, пышные. То есть здесь у вас будет точно так же. Я уже сделала, получается, начало нашего ряда. 3 последних столбика с общей верхушкой, воздушная петелька. И переключаюсь в рогаточку вот в эту вот и начинаю провязывать 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Потом воздушная петелька. И мы переключаемся вот на наши арочки. Раз, два, три. В каждую арочку по столбику без накида. Между арочками, получается, делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Формируем, да, арочку. Вот опять столбик без накида. Поняли, да? Все то же самое. Опять дошли до рогатки, провязали 5 столбиков. Сделали опять наши арочки. Опять дошли до рогатки, сделали 5 столбиков. Обратно возвращаетесь. Над столбиками делаете рельефные лицевые столбики с накидом. И наши арочки уменьшайте. Здесь их уже будет меньше. Опять рельефные лицевые. Обратно возвращаться будете пышными. То есть мы с вами уже все провязали. Мы провязали вертикальный раппорт узорчика. Так? Мы дополнили, получается, 2 вот веерочками. Теперь у нас уже будет 3, потом будут 4 и так далее, и так далее. Несложно. То есть вяжите образец. Если вам понравится, можете продолжать вязать непосредственно уже изделие. Давайте увеличим образец несколько рядочков, а потом посмотрим. Да? Все, несложно. Схемка перед вами. Давайте увеличиваем образец несколько рядочков.
Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Как вам? Сторона в данном случае у меня изнаночная. Вот эта вот сторона, смотрите, лицевая. Так? Отличается буквально лишь рельефом. Здесь у нас рельефные лицевые столбики. Вот такие вот пышные, получается, столбики вот такую картину дают. И если, например, данная сторона вам нравится больше, видите, здесь как бы вот такие вот еще дополнительно подчеркиваются волны, так скажем, да, за счет таких вот дуг, арочек, то, возможно, эта сторона у вас будет лицевой. То есть здесь на ваше усмотрение, вас никто не ограничивает. По поводу обвязки. Нужна ли обвязка? Мне кажется, край завершенный. Максимум, что можно сделать, это добавить бахрому. Это несложно. И еще. В принципе, кто как хочет, такого размера и вяжет шали. Это может быть просто платок на шею, это может быть бактус, это может быть большая шаль, там, например, до поясницы, до попы, до колен. То есть на ваше усмотрение в среднем именно данную пряжу берут от 5 моточков. Кто спрашивает, сколько пряжи необходимо? От 5 моточков. И в описании к видео будет расчет, как приблизительно рассчитать, сколько вам понадобится пряжи. Не забывайте о том, что пышные столбики кушают пряжу, бахрома кушает пряжу. Понятно? То есть, если вы рассчитываете большую шаль, то 6 мотков однозначно берете, возможно, даже еще и больше. Вот такая красота. Как вам? Возможно, кто-то из вас уже вязал данную шаль данным узором. Поэтому пишите, что у вас получилось, понравилось ли вам, какие у вас были ниточки и так далее. Мы будем читать и вдохновляться. Красота? Я думаю, красота. И несложно, согласитесь, да? Совсем несложно и схемка хорошая. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии, это помогает продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте свои плейлисты и вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.